Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Всегда, друзья, сегодня в этом видео мы уделим внимание фразе, которую рекомендуем вам отвечать в тот момент, когда вам кто-либо звонит, и вы берете трубку, потому что благодаря этим словам вы в свою жизнь будете привлекать изобилие, достаток и благополучие. Также рекомендуем вам просмотреть это видео и не отвечать на телефонный звонок этими фразами, потому что кроме бед, проблем, нищеты, а также то, что на вас могут перекладывать те или иные негативные моменты в жизни, поэтому обязательно просмотрите и перестаньте так делать и говорить. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующую волшебную фразу, и пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. День за днем мое благополучие растет. Деньги приходят ко мне легко и свободно. Истинно, да, будет так. Еще раз. День за днем мое благополучие растет. Деньги приходят ко мне легко и свободно. Истинно, да, будет так. Итак, друзья, мы с вами начинаем. Как вы знаете, слова занимают в жизни людей очень важное значение. Мы используем их на протяжении целого дня при общении в семье, с коллегами, с малознакомыми и вовсе незнакомыми людьми, в магазине, в транспорте и так далее. И каждый из этих слов в такой момент несет не только свою энергию, создавая особенные вибрации, но и отправляет посыл во Вселенную, показывая, какой мы человек, что заслуживаем получать в свою жизнь, и, соответственно, это все мы и получаем в свою жизнь обратно. Многие считают, что слова созданы для того, чтобы люди могли объясниться, поддерживать разговор, что в них нет ничего особенного. Но это совсем не так. Слова – это огромная сила, которую не под силу осознать всем. И только мудрые, целеустремленные, способные и душевные люди на энергетическом уровне могут научиться использовать их себе во благо, меняя все то, что им не нравится, что не устраивает, и привлекая с их помощью то, что им хочется видеть в своей жизни, и то, что для них реально необходимо. Это, конечно, непросто и требует много сил. Даже порой кажется, что изменить манеру разговора, не употреблять какие-то определенные слова, использовать больше слов в положительном значении – это очень просто. Но на самом деле это совсем не так. Человек привыкает к определенной манере речи, и научиться ее менять, не опускать руки, когда что-то будет не получаться с первого раза, а порой с 10-го, не очень просто. Слова в жизни каждого человека играют очень важную роль, потому что они способны притягивать как положительные энергии, так и отрицательные. И люди, порой не принимая эти знания, сами начинают притягивать к себе неприятные события. Безденежье, неудачи, отсутствие любви, успеха, благополучия, а затем расстраиваются из-за того, что они вроде и стараются, а нужного результата в их жизни нет. Много работают, а деньги не приходят. Стараются строить отношения, проявлять заботу, а в итоге остаются одни. Но если разобрать все то, что данный человек произносит в первом или во втором случае, то станет понятно, почему же так происходит. Так, например, если человек будет употреблять такие слова, как «не могу себе этого позволить», «у меня нет денег», «безденежье», «мелочевка», «траты», то в результате все-таки будет. Посыл, отправленный в такой момент, особенно если данный человек будет расстроен, быстро отправится во Вселенную и вернется обратно в большом количестве, привлекая к данному человеку все то, что он так ждал. А если вы в таком случае, такой человек заменял данные слова, например, «не может позволить в данный момент, но обязательно я это сделаю завтра», или «деньги есть, но пока они еще не дошли», или «сегодня отложу покупку на завтра». И смысл уже будет, как вы видите, совсем другим, а значит и посыл, который отправится во Вселенную, он будет звучать, что сейчас этого нет, но уже завтра или через некоторое время обязательно появится, так как нужные энергии с помощью слов обязательно придут в помощь. Также, если вы будете говорить «мне не везет в любви», вроде как даже вот произнесенные в шутку слова «ты меня не любишь» или же «почему ты меня так не сильно любишь», все это будет притягивать проблемы в отношения, ведь энергии любви вместо того, чтобы привлекаться, будут отталкиваться. А если бы произносились такие вот слова
Ты знаешь, я у тебя единственная, любимая и желанная. Или как же хорошо, что ты меня так сильно любишь. Или ты даришь мне любовь в том количестве, которое мне необходимо. Или я ценю ту любовь, которую ты мне даешь. Я ее принимаю. А значит, это в большем количестве придет к вам, и вместо того, чтобы отталкивать, вы будете только привлекать. Поэтому стоит научиться, если вы желаете управлять словами, обдумывать все то, что вы произносите вслух. Контролировать, а только затем произносить. Сначала будет это непросто, но когда это войдет в привычку, никакого труда это доставлять не будет. Не говорите слова, которые привлекают разрушительный негатив. Ну, например, черт, смерть, пропади ты пропадом, беда, так как все это способно прийти в вашу жизнь и разрушить ее. Но и ко всему этому может привлечь злую сущность, которая, прицепившись к вам, будет мешать жить спокойной жизнью. Постоянно будет что-то происходить, не ладится, неудачи и беды будут ходить следом. Не стоит произносить и нецензурные матерные слова, так как они будут привлекать изначально злых сущностей, которые реагируют на их вибрации и, придя в жизнь к тому, кто их употребляет, будут сбивать данного человека с истинного пути. Ведь недаром, если вы обратите внимание и проведете параллель, то сможете заметить, что люди, которые выпивают, принимают наркотики, связанные с плохими компаниями, занимаются негативными делами. Все они произносят много таких слов. Так вот, чтобы не попасть в их компанию, нужно не позволять себе, даже когда вы злые или расстроены, проговаривать такие слова. Вы не можете знать и контролировать, в какой момент и где будет находиться определенная сущность, которая услышит именно вашу вибрацию, даже если она будет нечастой или же даже разовой. Не стоит проговаривать слова, которые способны показать в вас свою неуверенность в своих детках, в семьях, работе, в собственных силах. Если вы говорите, что вы недостаточно умны, значит, вы верите в это и, значит, притягиваете к себе в жизнь такие же события, которые сделают так, что вы проявите свои не самые наилучшие качества, а в глазах других людей будете выглядеть именно так. Если вы будете говорить, что я некрасива, значит, вы будете притягивать энергии, которые начнут разрушать ваше биополе и смогут оказать влияние на вашу внешность. Порой можно заметить, как красивые люди, играя на публику для того, чтобы их хвалили, проговаривают такие слова. Они как бы делают это не специально, но энергии этого не понимают. Когда слова произнесены в шутку, а когда серьезно, так как только вы их произносите, они начинают на вас влиять. Вот в таком случае произойдет то, что повлияет на внешность. То, конечно же, вас не порадует, а негатив, который вы в такой момент притянете, будет усугублять ситуацию, которую вы сами себя и подтолкнули. Если вы будете говорить, что никогда не сможете много зарабатывать, что ваша жизнь не изменится в лучшую сторону, вы будете давать себе наставления, а также показывать денежной энергии, что ей не стоит приходить в вашу жизнь. Ведь вы уже наперед знаете, что вы не сможете заработать больше, чем есть в вашей жизни. Поэтому нужно быть осознаннее. Вы должны говорить наоборот, что деньги любят вас, что вы любите деньги, что сможете заработать столько, сколько пожелаете, что деньги придут обязательно в жизнь вашу в таком количестве, как это нужно, что вы готовы принимать это. Как только вы начнете так мыслить, вы увидите, насколько сильно изменится ваше денежное состояние, сколько возможностей откроется перед вами, и что деньги будут поступать в те моменты, когда вы будете их привлекать. Мы можем произносить многие фразы и при этом не задумываться о том, что же они привлекают в нашу жизнь. Так, например, если вы проговариваете, когда у вас что-то случилось, такую фразу «Ничего себе, вот я поражена». Это указывает на то, что вы не верите в то, что вы желаете лучшего, что вы не готовы это лучше получать в свою жизнь, что вам это не нужно, так как вас устраивает все то, что уже есть. Вы ленивы, у вас нет желания учиться, а значит и защиту Вселенной вы не сможете получить. Жизнь будет скучной и монотонной. Или другая фраза. Ты знаешь, я так устала, что вот прямо сейчас упаду с ног. Или что еще хуже, некоторые говорят, я устала так, что сейчас умру. Как вы считаете, такие выражения могут привлечь в вашу жизнь хорошее?
конечно же, ничего, кроме проблем со здоровьем, они ничего не привлекут. И очень скоро, после того, как вы будете это проговаривать, ваше биополе ослабнет. Вы станете бессильным человеком. Не будет возможности продолжать жизненный путь, и вы начнете терять все то, что уже было в вашей жизни. Второе же выражение способно причинить вам не только сильный вред, но может навлечь на вас смертельную опасность. Поэтому ни в коем случае такого не произносите вслух. Поздно мне что-то менять. Помните, когда вы такое говорите, вы должны понимать, что менять никогда ничего не поздно. Вы способны изменить все то, что вам не нравится, что вы не желаете получать, так как таким выражением вы только прячетесь от того, что можете управлять своей жизнью. Вам лучше плыть по течению и ничего не делать, чем научиться управлять своей жизнью. Поздно бывает только в одном случае, когда кого-то не стает в живых. Во всех же других случаях человек может и должен влиять на свою жизнь, отпускать то, что мешает, принимать то, что должно быть лучше поступать в жизнь. Или, а вот что они обо мне скажут? Если вы любитель такой фразы, то вы попали в непонятную жизненную ситуацию, так как вы не готовы отстаивать свое мнение перед кем-то. Возможно, вы считаете этого человека лучше себя, поэтому допускаете такую ошибку. И в данном случае уже не только в словесном случае, но и в энергетическом. Ничего нет лучше, чем вы. Каждый человек индивидуален, поэтому начните думать только о себе и не обесценивайте собственную значимость. Пока вы верите в свои силы, вы готовы покорять новые и новые вершины. Иначе никак. Или такая фраза, как «у меня плохой день». Помните, день не может быть плохим, могут быть плохими некоторые моменты в вашем дне, поэтому нужно научиться их выделять и также научиться отпускать такие моменты, делая вывод, почему же это с вами произошло. Возможно, Вселенная собирается вам на что-то указать. Если вы будете проговаривать такие слова, то Вселенная вам может показать, что же такое действительно плохой день. Или такая фраза «Ой, кому я могу быть нужна?» Вы не должны сомневаться в том, что есть люди, которые вас любят, ценят, что вы способны привлекать в свою жизнь хороших людей. Но если вы даете такой энергетический заряд с помощью слов, то, конечно, никакие отношения, начиная от рабочих и заканчивая личными, не будут подолгу задерживаться в вашей жизни. Вы будете окружать себя энергиями, которые, накопившись, будут отталкивать от вас близких людей. С помощью неправильных фраз возможно разрушить энергии счастья в своей жизни. Например, «я несчастлива» или «окружающие всегда плохо думают обо мне» или «у меня не будет ничего хорошего», «жизнь скучная», «где же это счастье» и так далее, и так далее. Вы знаете, когда вы произносите такие слова, все это будет притягивать не только к вам ненужные энергии, но и образовывать с их помощью энергетический застой, перекрывая жизненно важные каналы, которые будут делать вас более слабым энергетически человеком, подверженным чужому влиянию и мнению. А также вы попадете под влияние окружающей среды, отношения с людьми из-за этого не будут складываться ни в какой сфере вашей жизни. Вы должны знать, что вы сможете осуществить и привлечь в свою жизнь абсолютно все, что только пожелаете. Главное произносить правильные слова. Помните, вы удачливы, вы сильны, вы мудры, вы живете в окружении изобилия, достатка и благополучия. Но есть люди, которые способны использовать слова так, чтобы отобрать у вас нужные им энергии. Ваши жизненные силы или же они могут наслать на вас порчу, а вы по незнанию все это примите с легкостью в свою жизнь и отдадите данным людям то, что они желают получить. Вот я вам сейчас задам вопрос, а вы каждый задумайтесь, как именно вы отвечаете, когда вам звонят по мобильному телефону. Думаю, практически каждый из вас не задумывался о том, как он это делает. Но то, как вы отвечаете, способно влиять на вашу жизнь очень сильно. Ведь если тот, кто желает вам зла, провел ритуал и звонит вам, так как знает, что вы обязательно ответите словом «да», чтобы запустить негативные программы. Вы делаете так, как данный человек от вас ожидал. Тем самым вы даете согласие на то, что принимаете все то, что он вам отправляет в свою жизнь. Вы принимаете все посылы негатива, а он, соответственно, поступив в вашу жизнь,
начнет на нее моментально действовать, влиять и разрушать. А если бы вы в таком случае ответили: «Алло, здравствуй, говорите, слушаю», вы бы изначально себе обезопасили, и вам бы никто не причинил никакого зла, так как вы не даете на это согласия. Стоит и при телефонных разговорах воздержаться от таких выражений, как «да, конечно, безусловно, обязательно», потому что такими словами вы откроете, если человек на том конце провода собирается вам навредить, то доступ ему к вашему энергетическому полю, с которого он будет черпать силы, а вот вы их, наоборот, будете терять. Вообще, чтобы уберечь себя полностью, перед тем, как ответить на телефонный звонок, нужно трижды на его уровне щелкнуть пальцами правой руки, при этом трижды проговорить такие слова: «Мне проблемы нипочем, если кто-то навредить желает, пусть свой негатив обратно и принимает». А затем отчетливо сказать 3 слова: «защита». Таким образом, вы отправляете нужный посыл во Вселенную и получаете все то, что просите взамен. Очень много людей в нашем окружении относятся к нам не так, как это кажется с первого взгляда, поэтому лучше себя обезопасить и перестраховаться, чем допустить проблемы, отдать что-то или же принять, а затем думать, как же от этого избавляться. Также вы должны знать о том, что когда вы уверены в том человеке, который вам будет звонить или звонит, и вы перед тем, как брать трубку, подумайте о том, насколько этот человек чистосердечен по отношению к вам. Так вот, вы нажимаете трубку и скажите: «Процветание вам и изобилие». И тем самым вы отправляете уже посыл этому человеку, и Вселенная отправляет вам. Помните, во Вселенной всегда во всем баланс. Поэтому запомните, если хотите, чтобы в вашей жизни всегда было изобилие, достаток и благополучие, и этот человек добропорядочен, чистосердечен, он ценит, уважает вас, всегда ему говорите не слово «да» или «согласна» или «конечно», скажите: «Процветание и изобилие вам». И таким образом будет всегда баланс в вашей жизни в отношении вот этих энергетических потоков. Девочки и мальчики, мы надеемся, теперь вы знаете, как правильно отвечать для того, чтобы деньги всегда были в вашей жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу: «День за днем мое благополучие растет, деньги приходят ко мне легко и свободно». Истинно да будет так. Не ленитесь прописывать. Уже многие люди сообщили в комментариях о том, что да, действительно это все работает. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.